Над бескрайними травами заповедника Ол-Паджета Консерванси медленно поднималось красное солнце, окрашивая небо в золотистый цвет. Возле туши зебры собралась стая пятнистых гиен. Рычание, треск костей и запах крови наполняли утренний воздух. Среди сильных и сытых животных пыталась пробраться молодая беременная самка. Она была истощена, шерсть свалялась от голода, а на теле виднелись старые раны. Гиена никогда не считалась хорошей охотницей и обычно довольствовалась объедками после того, как более сильные особи заканчивали пир. Когда она приблизилась к добыче, вожак стаи бросилась на нее. Острые зубы впились в плечо, а сильный удар сбил ее с ног. Остальные гиены лишь наблюдали. В суровом мире саванны слабым редко дают второй шанс. Раненую самку выгнали прочь, не позволив больше приблизиться к пище. Тяжелый живот мешал идти, каждый шаг давался с трудом. Несколько дней она питалась насекомыми, ящерицами и редкими каплями росы на траве. Голод и одиночество лишали сил, но материнский инстинкт заставлял двигаться дальше. Вскоре гиена покинула территорию стаи и нашла небольшую впадину у края заповедника. Здесь было тихо, но опасность подстерегала повсюду. Ночью поднялся ветер, небо затянуло пылью. Самка вырыла небольшое укрытие и начала рожать. Судороги сотрясали ее тело, кровь смешивалась с грязью на шерсти. Через несколько часов на свет появился маленький черный детеныш. Мать осторожно очистила его языком и подтолкнула к первому вдоху. Малыш тихо скулил, пытаясь найти молоко, но у истощенной гиены его почти не было. Всю ночь мать закрывала детеныша своим телом от холода и ветра. К утру ее рана распухла и начала гноиться. Она почти не могла двигаться, но не отходила от малыша ни на шаг. Любой шорох в кустах заставлял ее настораживаться. На рассвете неподалеку послышался звук двигателя. Это был Питер Монро, сотрудник службы охраны природы, патрулировавший окраины заповедника. Он заметил ослабевшую гиену и ее детеныша. Сначала мужчина наблюдал издалека, чтобы не испугать животных, но понял, что мать едва держится на ногах. Тогда он медленно подошел ближе. Питер сделал гиене обезболивающий укол, обработал рану и вызвал по рации ветеринарную группу. Пока помощь ехала, он укутал малыша полотенцем и положил рядом с матерью, чтобы согреть его. Когда спасатели прибыли, самку осторожно погрузили на носилки и отвезли в центр реабилитации. Там животных поместили в отдельный вольер. Ветеринары очистили рану, дали антибиотики и поставили капельницы. Детеныша кормили питательной молочной смесью. Первые дни мать почти не вставала, но постепенно начала есть мягкое мясо и восстанавливать силы. Малыш быстро окреп, стал увереннее ходить и играть. Через несколько недель гиена снова проявила охотничьи инстинкты. Для нее устроили тренировочную площадку, где она училась преследовать приманку. Детеныш повторял движения матери, пусть и неуклюже. Со временем оба стали сильнее, быстрее и осторожнее. Спустя несколько месяцев их перевели в полудикий участок заповедника с озерами, кустарниками и мелкой добычей. Сначала сотрудники подкармливали животных, но вскоре мать начала самостоятельно охотиться и обучать малыша выживанию. Они вместе выслеживали добычу, учились распознавать запахи и двигаться бесшумно. Первая пойманная мышь стала для них настоящей победой. Когда специалисты убедились, что гиены полностью готовы к самостоятельной жизни, их выпустили в открытую саванну. Дверца клетки распахнулась, и мать с детенышем на мгновение замерли, а затем скрылись в высокой траве. Питер смотрел им вслед с чувством огромной радости. История этой гиены стала символом выносливости, материнской преданности и важности защиты дикой природы.